Космические путешественники. Пора на старт. У нас появился потрясающий маршрут. Идея связана с популярными турами по следам знаменитых экспедиций на Земле. Кому из туристов не хочется пройти по шелковому пути вслед за Марко Поло, исследовать Галапагосские острова подобно Чарльзу Дарвину, обогнуть земной шар по пути Джеймса Кука? Это возможность испытать те же приключения и увидеть те же пейзажи, а также получить новые и необычные ощущения, выйти за рамки стандартного туризма. Мы можем набраться в космосе еще больших впечатлений, получить уникальный опыт и знания, если повторим путь лучших космических аппаратов всех времен. Как зонды сумели оживить мертвую планету, забрались прямо внутрь Солнца и невредимыми вернулись обратно. Увидели ли самую крутую линию защиты Солнечной системы от всех угроз межзвездного пространства? Сегодня, во время космического путешествия, нам предстоит обо всем этом узнать. Выбор маршрутов достаточно широк. Начиная с 1958 года было запущено более 250 космических аппаратов. Они пролетели мимо всех планет Солнечной системы, от Меркурия до Нептуна. Зонд «Новые горизонты» побывал у карликовой планеты Плутон на окраине Солнечной системы, а Дон — у Цереры в поясе астероидов. Самые далекие корабли покинули владения нашей звезды, другие находятся на пути к ее границам. Первопроходцем стала советская межпланетная станция «Луна-1», в 1959 году пролетевшая вблизи нашего спутника. А 6 полетов туда же по программе НАСА «Аполлон» пока единственное, в ходе которых люди высаживались на чужое небесное тело. Но это отдельная история. Сейчас мы полетим по следам только автоматических станций и зондов. Не все здесь идет гладко. Среди неудач можно назвать запуск зонда США «Пионер-Е» в 1969 году. С его помощью планировалось провести исследование солнечного ветра и космического пространства. Авария ракеты-носителя поставила на этой миссии крест. Не удалось изучить солнечный ветер, а также магнитное поле звезды и микроспутнику НАСА. В 2022 году он был успешно выведен на гелиоцентрическую орбиту, но вскоре навсегда потерял связь с Землей. Совсем недавно, в феврале 2025 года, сорвалась автоматическая экспедиция на Луну. Зонд запустили в космос, однако вскоре связь с аппаратом была потеряна. И, как оказалось, навсегда. Конечно, удачных миссий на порядке больше, но успех дается нелегко. Межпланетный корабль очень сложно снарядить в путь. Ведь космос ставит на пути множество препятствий. Одно из самых сложных – воздействие экстремальных температур. Их нейтрализуют с помощью многослойной изоляции корабля. Белые или золотистые тепловые одеяла отводят от корпуса инфракрасное излучение. Используются также оптические солнечные отражатели или зеркала теплового контроля. Они представляют собой кварцевые зеркальные плитки, которые отталкивают солнечный свет. Многослойные теплоизоляционные обшивки также обеспечивают некоторую защиту и от другой космической напасти – многочисленных ударов микрометеоритов. Они на высокой скорости атакуют космические суда. Наибольшая опасность от прямых ударов возникает при пересечении плоскостей колец планет-гигантов. Межзвездный зонд Voyager зафиксировал тысячи попаданий в эти области. Настоящую бомбардировку пережил и зонд Кассини, пересекая плоскость колец Сатурна. К счастью, частицы, которые обрушились на зонд, были не крупнее дымовых. Космические корабли могут также особо пострадать от микрометеоритов во время миссий к кометам. Для защиты при производстве зондов используют оболочку из каптона, кевлара или других тканей. Материалы достаточно прочные, чтобы поглотить энергию микрометеоритов, прежде чем они нанесут аппарату какой-то ущерб. Воздействие радиации, в свою очередь, смягчают с помощью специальных экранов. Если их установить невозможно, то просто увеличивается толщина обшивки аппарата. В обоих случаях эффективным считается использование свинца, железа и особых пластиков. Столь мощная экипировка помогает зондам успешно бороться со всеми космическими неприятностями.
успешно достигать цели и вести эффективные научные исследования. А на месте вблизи от объекта, согласитесь, можно рассмотреть многое из того, что не видно с Земли. Что отыскали в небе автоматические помощники людей. Чтобы это узнать, начнем, пожалуй, с самого трудного. С планеты, которая сразу же уничтожит самый защищенный корабль – Венера. Ее считают двойником Земли, но это скорее злой близнец. Планета по праву считается самой страшной и опасной в Солнечной системе. Дожди из серной кислоты, воздух, наполненный углекислым газом, адская жара. Но этот мир всегда манил нас к себе. И в СССР решили совершить, казалось бы, невозможное – посадить зонд на поверхность адской планеты. Правда, запустив в 1961 году первый в мире зонд под названием «Венера», советские ученые больше всего опасались, что аппарат после посадки утонет, просто уйдет на дно какого-нибудь океана. Тогда эти страхи были вполне понятны. Исследователи считали, что условия на Венере полностью повторяют земные. Ну, разве что на соседней планете могло быть немного теплее. Но атмосфера, гидросфера – все как у нас. В тот раз уточнить эту гипотезу не удалось. Связь прервалась, когда Венера-1 еще не добралась до цели. Первым облетел и изучил Венеру американский зонд Mariner-2 в 1974 году. Его данные перевернули все представления о близнеце Земли. Оказалось, что там вообще нет воды, а не то что океанов. Это пустынный раскаленный мир, где средняя температура достигает 464 градусов Цельсия. Облака вокруг него состоят из разъедающей все серной кислоты и углекислого газа. Атмосферное давление в 9 раз больше земного и способно расплющить любой корабль. Даже представить посадку на поверхность жуткого мира было нереально. Но советский проект по изучению Венеры продолжился и со временем позволил достичь цели. Мощные, практически неуязвимые аппараты побывали возле ужасной планеты, собрав уникальные научные данные. Еще эти суперкиборги передали на Землю реальные фото с поверхности Венеры, которые до сих пор потрясают ученых. Успех пришел не сразу. После Венеры-1 у СССР было еще несколько неудачных попыток посадки космического аппарата. Второй зонд тоже не долетел до цели. В атмосферу экстремальной планеты вошел только третий, однако и он разбился при приземлении. Следующие две миссии Венера-4 и 5 успели передать на Землю ценные сведения. Они выяснили, что плотные облака аж в 3 слоя окутывают планету. А в декабре 1970 года зонд Венера-7 наконец сел на ее поверхность. Благодаря мощной системе охлаждения он 23 минуты продержался в невероятной жаре. С помощью измерительных приборов аппарат передал на Землю детальные данные о температуре, давлении и плотности атмосферы в зависимости от высоты. Тем временем к Венере продолжали отправлять миссии в НАСА. Первое фото планеты крупным планом в 1974 году прислал зонд Mariner-10. Снимок раскрашен, чтобы показать, как Венера выглядит в цвете для наших глаз. На фото мы можем рассмотреть густые облака углекислого газа, которые окутывают раскаленную планету. Однако это изображение аппарат сделал, пролетая на расстоянии 5770 километров. А первые съемки прямо с поверхности планеты провели зонды Венера-9 и Венера-10 в июле 1975 года, совершив посадку с разницей в 5 дней. Чтобы их камеры сразу не вышли из строя, приборы поместили внутри корабля в защищенном отсеке. Через специальный иллюминатор свет с поверхности попадал к перископическому устройству, которое затем направляло его к камере. На изображении Венеры-9 мы видим фантастическую местность, покрытую многочисленными камнями с острыми краями. А панорама следующего аппарата Венеры-10 показала какие-то причудливые образования, похожие на застывшие лавовые потоки. Великолепные фотографии в 1981 году также сделал зонд Венера-14. Он продержался на поверхности планеты рекордные 27 минут. Такого результата удалось добиться благодаря беспрецедентной защите приборов. Их спрятали в герметичном титановом корпусе и перед спуском на поверхность сильно охладили.
Камера модуля успела снять 14 цветных и 8 черно-белых снимков поверхности планеты. Особенно известен потрясающий цветной панорамный вид. На нем запечатлены скальные породы, окруженные темной мелкой почвой. Это были последние снимки Венеры от советских зондов. Но фотосессии планеты только начинались. В 1984 году США отправили миссию «Магеллан», которая передала на Землю множество ярких изображений. На них показаны древние вулканы Венеры, уникальные кратеры от ударов метеоритов, невероятно огромные горы. Самая высокая из них, Максвелл, поднимается вверх на 11 километров. Намного выше Эвереста. Среди областей Венеры, показанных благодаря Магеллану, есть и нечто такое, чего нет ни на одной из известных нам планет. На изображениях можно увидеть объект, похожий на вулкан, диаметром в 66 километров. Даже на первый взгляд он кажется очень странным. Стороны этого вулканического объекта изрезаны гребнями и впадинами, поэтому кажутся рифлеными. К тому же местность пересекает некие непонятные линии. Так выглядят тессеры, складки на рельефе, которые состоят из пересекающихся низин и холмов. Пока подобные узоры обнаружены только на поверхности Венеры. А вот еще одна уникальная область планеты, диаметром примерно 300 километров. Она находится на обширной равнине к югу от Земли Афродиты. Большая круглая структура рядом с центром изображения – гигантская Айне-корона, диаметром около 200 километров. Коронами называют уникальные кольцеобразные структуры Венеры. Их образовали шлейфы раскаленной породы, вытекавшие из глубин планеты через мантию и кору. Недалеко от короны находится нечто еще более загадочное, вроде бы вулкан, но с плоской вершиной. Его диаметр огромен, около 35 километров. Такие объекты из-за их формы известны как блинчатые купола. Они образовались в результате давних извержений чрезвычайно вязкой лавы. Считалось, что короны также возникли в глубокой древности, но в новом исследовании ученых из университета штата Мэриленд определено 37 корон, образовавшихся совсем недавно. Это меняет представление астрономов о Венере. Ученые считали планету лишенной внутренней энергии, однако она оказалась достаточно активной. В ее глубинах продолжается тектоническая деятельность, а вулканы извергают лаву на поверхность. Исследователи подозревают в недавнем извержении самый высокий вулкан на Венере – Маат-Монс, который поднимается на высоту 8 километров. В его центре виден огромный кратер, а вокруг пробоины поменьше. Можно даже рассмотреть цепь совсем маленьких кратеров, разбросанных по местности. Хотя изображение очень детализировано, это не совсем фото. Магеллан не смог увидеть поверхность Венеры сквозь толстый слой облаков, но его бортовой радар исследовал планету, а затем передал результаты на Землю. По этим данным компьютер сгенерировал потрясающие виды планеты. И вот спустя почти 30 лет зонд Паркер НАСА впервые сделал реальные снимки Венеры в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне. Аппарат использовал свою широкоугольную камеру WISPR, чтобы зафиксировать всю ночную сторону Венеры. Изображение зонда НАСА объединила в одно видео. Там показано слабое свечение поверхности планеты, очертания ее континентальных регионов, равнин и плато. И даже невероятный светящийся ореол кислорода в атмосфере. Ученые говорят, что снимки Паркера превзошли их ожидания, ведь он рассчитан на исследование Солнца. Его инструмент WISPR предназначен для формирования изображения в видимом свете. Зонд работает в стиле коронографа, что позволяет обнаружить слабо видимые детали в солнечных атмосфере и ветре. Ученые предполагали, что он снимет лишь вершины облаков, скрывающих Венеру. Но WISPR сумел рассмотреть поверхность планеты сквозь плотную пелену ее атмосферы. Космический аппарат НАСА Паркер, который был запущен в 2018 году, вообще настоящий уникум среди себе подобных. Он предназначен прежде всего для изучения внешней короны Солнца, и Паркеру действительно удалось проникнуть внутрь нашего светила. Это просто фантастическое достижение.
Окружающая среда в атмосфере звезды экстремальная, жара, огромная радиация, способны уничтожить любой объект. Паркеру пришлось выдержать температуру 1377 градусов Цельсия. Но зонд спроектирован так, чтобы выжить. Космический корабль оснащен продвинутым тепловым экраном из углеродной композитной пены, зажатой между двумя углеродными пластинами. При любой жаре он позволяет приборам оставаться в комфортной температуре 30 градусов Цельсия. Солнечные панели, которые обеспечивают питание космического корабля, выдвижные. Правда, на небольшой площади поверхности, направленной к звезде, они могут перегреться. Чтобы этого не допустить, Паркер пропускает через солнечные батареи воду. Она поглощает тепло, а затем излучает его в космос. Еще одна крутая новинка связана с управлением аппаратом. На протяжении большей части своего путешествия зонд будет чересчур далеко от дома и слишком близко к Солнцу, чтобы команда миссии могла отдавать команды в реальном времени. Помогают управлению 7 датчиков, расположенных по краям теплового щита Паркера. Если какой-либо из этих датчиков обнаруживает солнечный свет, об этом оповещается центральный компьютер. Тогда космический аппарат корректирует свое положение, чтобы датчики и остальные приборы были надежно защищены за тепловым щитом. Интересно, что Паркер весит около 635 килограммов и является относительно легким для космического корабля. Но его вывела в космос одна из самых мощных ракет в мире. Это потому, что для полета к Солнцу требуется много энергии, фактически в 55 раз больше, чем при путешествии к Марсу. На собственной тяге легковесный Паркер показал себя самым быстрым космическим аппаратом всех времен. На своих последних орбитах, наиболее близких к Солнцу, зонд развивал скорость до 692 тысяч км в час. Этого достаточно, чтобы долететь от Нью-Йорка до Токио менее чем за минуту. Да, но остается вопрос, при чем тут Венера? Зачем солнечный зонд изучал ее и делал фотосессию планеты? Возможно, решил охладиться и использовал тот мир как кондиционер? На Солнце, конечно, адская температура. Однако и на раскаленной Венере не остынешь. Да, Паркер и не думал прохлаждаться. Он сделал крюк, чтобы приблизить свою орбиту к Солнцу. Всего зонд выполнит 7 гравитационных маневров на Венере во время своей миссии. Эти маневры, хорошее оснащение и суперскорость помогают Паркеру выполнять очень сложные задачи. В частности, максимально сблизиться с Солнцем. Это позволило зонду провести уникальные исследования. Одно из них касается солнечного ветра. Известный физик и астроном Юджин Паркер, в честь которого назван зонд, предсказал существование солнечного ветра еще 60 лет назад. Теперь мы знаем, что он имеет два отдельных потока – быстрый и медленный. Определен источник быстрых порывов, но медленный остается большой загадкой. До Паркера единственные измерения солнечного ветра происходили вблизи от Земли. За это время его порывы преодолевали десятки миллионов километров, остывали и смешивались с частицами другой среды. Измерения солнечного ветра всего в нескольких миллионах километров от поверхности Солнца помогают получить более точные результаты. Также это дает возможность выяснить больше о процессах, которые отправляют в космос потоки солнечного ветра. Паркер изучает, как некоторые частицы ускоряются от звезды и достигают ошеломляющей скорости свыше 300–1200 км в секунду. Они моментально могут долететь до Земли и повредить электронику спутников, не дав возможность принять меры для защиты. Третий большой вопрос, на который ученые надеются найти ответ – феномен нагрева короны. Температура в этой области Солнца, самом внешнем, разреженном слое атмосферы, доходит до миллиона и более градусов Цельсия. В то же время более внутренняя поверхность Солнца или фотосфера кипит при приятных 5500 градусов. Каким образом внешняя, напрямую соприкасающаяся с холодным космосом корона в 200 раз горячее поверхности? Пока это остается одной из величайших загадок в астрофизике. Ученые уже несколько десятилетий пытаются решить проблему, используя измерения на расстоянии.
Пока это не дало весомых результатов. Данные, собранные напрямую внутри короны, способны раз и навсегда решить проблему с ее нагревом. Но как корабль может попасть внутрь этой области, разогретой до безумных температур? Там моментально расплавится и испарится любое вещество. Ключ кроется в различии между теплом и температурой. Температура измеряет, насколько быстро движутся частицы, в то время как тепло – это общее количество энергии, которое они передают. Корона невероятно тонкая, и в ней очень мало частиц, передающих энергию. Хотя они движутся быстро и поднимают температуру, но фактически не посылают много энергии зонду. В результате снижается тепловой удар. Это как разница между тем, чтобы положить руку в горячую духовку или в кастрюлю с кипящей водой. Мы, конечно, не будем повторять опасный опыт. Каждый и так знает, что в воздухе духовки рука нагревается меньше, чем в гораздо более плотной кипящей воде. Раньше в отношении Солнца ученые знали это в теории, а теперь Паркер реально все подтвердил. Космический зонд побывал внутри солнечной короны и в 2024 году успешно вынырнул из этого раскаленного ада. В НАСА уверяют, что аппарат отлично пережил экстрим, не получив никаких повреждений, и теперь он продолжает исследования, которые могут завершиться в 2025 году. Однако также существуют планы по продлению миссии. А нам пора перейти на другой маршрут. Мы продолжим Одиссею дальше от Солнца, вместе с автоматической межпланетной станцией Марс-Экспресс, которая начала свою работу в 2003 году. Она находится на орбите Красной планеты до сих пор, по сути превратившись в ее искусственный спутник. За это время станция успела провести колоссальные научные исследования. Марс-Экспресс оснащен 7 приборами, которые помогают изучать атмосферу и климат соседнего с нами мира, его состав и геологию, чем удалось аппарату порадовать астрономов за годы долгой работы. Основным достижением миссии ученые называют обычный водяной лед. Его долго искали на Красной планете. Наконец, Марс-Экспресс извлек эту замороженную субстанцию, которая состоит из воды и углекислого газа на Южном полюсе. Атмосфера планеты также богата углекислым газом, а ее температура подходит для образования облаков. Марс-Экспресс обнаружил их на высоте около 80 километров. Еще более примечательным было открытие мимолетного слоя облака в 100 километрах от поверхности, самых высоких на планете. Они состоят из замерзшего углекислого газа и лишь частично из водяного льда. Чисто водяные облака тоже могут образовываться на Красной планете, особенно в экваториальной области на высоте 10-30 километров над поверхностью. Они состоят из кристалликов водяного льда и поглощают инфракрасное излучение. Ну а что жидкая вода? Планета кажется высушенной до капли жидкости. Тем не менее, Марс-Экспресс обнаружил на ней гидратированные минералы, которые образуются только в воде. Аппарат даже показал нам возможный древний океан на Марсе. Отложения на северных равнинах планеты, по-видимому, напоминают то, что можно увидеть в океане на Земле. Это подтверждает, что Марс когда-то был гораздо более влажным, чем сейчас. Тогда его условия хотя бы в течение короткого периода могли быть благоприятны для развития жизни. И периодически по этому поводу пресса преподносит настоящие сенсации. Возьмем снимки Красной планеты. Марс-Экспресс дал одни из лучших видов ее поверхности на сегодняшний день. И здесь не обошлось без намеков на инопланетян. Одним из известных примеров является знаменитый среди любителей космической фотографии снимок «Лицо на Марсе». Он сделан в регионе Кедония, которая находится в северном полушарии. Кажется, что с Красной планеты на нас пристально смотрит человеческая голова. Немного жуткое, но впечатляющее зрелище. Это не первый снимок ужасной химеры. Впервые Лик зафиксировал космический аппарат «Викинг-1» еще в 1976 году, а затем фотосессию повторили другие зонды. Однако многие пользователи соцсетей находят, что у станции Марс-Экспресс изображение получилось особенно впечатляющим. Впрочем, ничего сенсационного в этом лице нет. Никакого намека на инопланетян.
Как показали дальнейшие исследования марсоходов, это просто нагромождение камней и игра света с тенью. Но все же фотография в каком-то смысле стала пророческой. Она была одной из первых подсказок тому, насколько сложным и многообразным является, казалось бы, безжизненный, лишенный тектоники Марс. Космический аппарат, можно сказать, оживил в наших глазах Красную планету. Долгое время ученые видели ее мертвой, лишенной всякой внутренней активности. Внутри нее, как считалось, нет тектоники плит, давно потухли все вулканы, однако Марс-экспресс дал одну из зацепок, чтобы это мнение изменить. Исследователи обнаружили на Марсе метан. Он, как ожидается, недолго задерживается в атмосфере. То есть на поверхности планеты должно быть какое-то топливо, которое пополняет запасы. Ученые предположили, что его источником могут быть вулканы, но этот вопрос требует дальнейшего изучения. Удивительным открытием стали и прекрасные авроры, которые периодически озаряют марсианское небо. Космическая станция обнаружила концентрацию потока электронов в небольших областях атмосферы Красной планеты. Они вызывают очень мощные полярные сияния в небе, которые запечатлел Марс-экспресс. Не менее потрясающими являются фото марсианских лун Фобоса и Деймоса. О Фобосе Марс-экспресс вообще узнал невероятную вещь. Диаметр крошечной Луны составляет всего 22 километра. Аппарат периодически пролетает вблизи нее и однажды прошел всего в 45 километрах над поверхностью Фобоса. Это позволило многое узнать о внутренней структуре маленького спутника. Выяснилось, что внутри этой на вид комковатой Луны практически ничего нет. Ее средняя плотность оказалась безумно низкой – всего 1,86 грамма на кубический сантиметр. Иными словами, это может быть пористое и во многом даже пустое тело, а не цельный кусок твердой породы. Как небесный объект мог превратиться в такой себе мяч для некой странной космической игры? Ученые выдвинули гипотезу, что Луна образовалась в результате грандиозной катастрофы. В период становления Солнечной системы на Марс упал зачаток планеты, планете Земаль, который выбросил на орбиту большое количество породы. Из нее со временем сформировались обе крошечные луны Красной планеты, но это пока лишь одна из версий. Возможно, космической станции удастся больше об этом разузнать, ведь она продолжает свои исследования. Еще дальше от Солнца мы отправимся в путь вместе с космическим аппаратом Юнона. В 2011 году НАСА запустила этот зонд к Юпитеру, как следует его защитив. Иначе быть не могло, ведь с газовым гигантом шутить не стоит. Это настоящий монстр среди планет. Его магнитное поле в 20 тысяч раз мощнее земного, а радиационные пояса напоминают колоссальный ускоритель частиц. Именно эти пояса, наполненные высокоэнергетическими электронами и ионами, представляют угрозу для любой техники. Даже титановая защита Юноны, рассчитанная на экстремальные условия, иногда оказывалась здесь бессильной. За 8 лет работы аппарат пережил уже 4 аварийных отключения, но в целом выдержал испытания, и его оборудование смогло выполнять научные задачи. Юнона оснащена набором из 9 инструментов для изучения атмосферы, магнитного поля и лун Юпитера. Оборудование включает микроволновые радиометры, визуализаторы аврор и магнитометры. Вся электроника размещена внутри бронированного хранилища, чтобы защитить ее от смертоносной радиации газового гиганта. Более 10 лет Юнона исследует Юпитер, раскрывая тайны самой большой планеты Солнечной системы. За это время ей удалось выяснить немало. В течение 35 витков вокруг Юпитера зонд собрал более 3 терабайт научных данных, представил ослепительные виды Юпитера и его спутников. Астрономы, которым инструменты Юноны позволили наблюдать за огромной планетой, с близкого расстояния были поражены. Возьмем хотя бы облака. У гиганта они уникальны, давно известны ученым и даже вошли в мифологию. Бог Юпитер окружил себя завесой облаков, чтобы скрыть свои проделки. Его жена, богиня Юнона, смогла заглянуть сквозь пелену и раскрыть истинное поведение мужа. Космический аппарат НАСА, которому было дано имя жены Зевса, в реальности повторил мифологический путь богини.
Зонд сумел проникнуть за плотную завесу облаков, дважды прошел над большим красным пятном и сделал снимки уникального урагана газового гиганта, модель Юпитера. Оказалось, что большое красное пятно простирается намного глубже, чем считалось ранее. На Земле буря такого размера поднялась бы выше Международной космической станции. Исследователи говорят, что сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз аж на 500 километров. Он в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли, а подпитывается шторм атмосферными струями, расположенными на невероятной глубине в 3000 километров. Ученые пытаются разгадать механизм движения этих течений. Данные космического аппарата пока дают только одну подсказку. Вверх и вниз струями перемещается атмосферный газообразный аммиак. Это сильно отличается от того, как все происходит на Земле. У нас атмосферные явления в значительной степени управляются водой, облаками, конденсацией и солнечным светом. Между тем, космический аппарат Юнона выяснил многие другие особенности большого красного пятна. Вот что, наверное, мы увидели бы внутри бури, если бы каким-то образом могли туда попасть. Мы сразу столкнулись бы с ужасной гравитацией. Когда Юнона проходила над бурей, то ее трясло, как при поездке на автомобиле по разбитой дороге. От этого радиоволны, которые поступали на Землю, слегка сжимались и растягивались. Благодаря подобному эффекту ученым удалось уловить даже крошечные толчки до 0,01 мм в секунду. По этим данным они смогли рассчитать гравитацию внутри большого красного пятна. Показатель оказался настолько высоким, будто на дне антициклона пряталась загадочная планета. Но никакой планеты, конечно, приборы там не обнаружили, только газовую поверхность. Впрочем, большое красное пятно далеко не единственный крупный ураган на Юпитере. На изображении, созданной с использованием 4 снимков Юноны, газовый гигант напоминает шар для боулинга. Каждое белое пятно на нем – это бушующий шторм размером с Землю. Одну из лун Юпитера, которых сегодня известно 95, тоже по-своему штормит, причем со страшной силой. Это Ио. И в системе газового гиганта нет объекта ярче нее. Юнона совершила мимо Луны несколько близких пролетов, и вот какой увидела Ио. Если вы хотите однажды хоть глазком заглянуть на преисподнюю, это как раз то, что надо. Она всегда охвачена адским пламенем, но никогда не сгорает. Поджигают спутник Юпитера многочисленные вулканы. В Солнечной системе нет небесного тела, которое превзошло бы Ио по числу огнедышащих гор. На маленькой Луне известны более 400 вулканов, которые регулярно выбрасывают потоки расплавленной серы. Спутник Юпитера Европа тоже предстал перед Юноной как крутой вулканический мир. Но там нет раскаленных потоков лавы и огня извержений. Луна приютила множество ледяных криовулканов. Подобно земным гейзерам, они выбрасывают в атмосферу летучие вещества – метан, воду, углекислый газ и аммиак. В целом же главная фишка Европы оказалась не в вулканах и даже не в удивительной красоте Луны, которая изрезана длинными трещинами, как полосатая шкура тигра. Внутри нее все намного интереснее. Недра Европы, согласно исследованиям спутника, скрывают бескрайний океан. Найти к нему доступ очень просто. Время от времени через трещины в коре Европы из этого подземного водоема выбрасывает в космос клубы водяного пара. Под поверхностью самого большого спутника Юпитера, Ганимеда, тоже может плескаться огромный океан. Когда придет время, это будет легче проверить, чем на Европе. Лед на поверхности Ганимеды относительно тонкий и легкий для бурения. В отличие от Европы, Ганимед также обладает разреженной атмосферой, в состав которой входит кислород. Впрочем, его очень мало для дыхания человека. Однако не исключено, что на Ганимеде, как и на Европе, или в их океанах, есть жизнь. Вполне вероятно, что там скрываются какие-либо простейшие, а может и более сложные существа. Возможно, Юнона еще даст ответы на этот и другие вопросы, которые очень интересуют ученых. Хотя вряд ли она успеет найти что-то значимое. НАСА планирует завершить миссию в сентябре 2025 года.
А космический аппарат Кассини-Гюйгенс уже завершил свой путь. Он был создан для исследования второго газового гиганта Солнечной системы – Сатурна, его великолепных колец и не менее удивительных многочисленных спутников. Миссию рассчитывали поддерживать всего 4 года. На самом деле 13 лет Кассини-Гюйгенс изучал самую живописную планету нашей звезды и ее окружение. В общей сложности зонд уже провел в космосе 20 лет. Кассини уникален своими размерами. Это крупнейший межпланетный космический аппарат из всех, что были запущены в пространство. 5,6-тонный зонд нес 68 040 килограммов ракетного топлива. Ведь лететь ему нужно было далеко. Чтобы добраться до цели, аппарат совершил 4 гравитационных маневра. Из них 2 у Венеры и по 1 у Земли и Юпитера. Кассини основательно оснастили 12 научными приборами, в том числе камерами на всех основных длинах волн, радарами, магнитометрами. Среди инструментов находились анализатор космической пыли, спектрометр радио и плазменных волн. Еще космический аппарат нес зонд Гюйгенс, который был защищен продвинутым тепловым экраном и мог выдержать температуру до 18 тысяч градусов Цельсия. Кольца Сатурна вблизи оказались еще более прекрасны, чем при наблюдениях обсерваторий. Они ярко сверкают в небе, но выглядят статичными в небольшом телескопе. При близком взгляде все фантастически меняется, и кольца предстают как море беспрерывно движущихся частиц и мелких камней. Одно из самых внешних колец F обновляет свой облик быстрее других. Особенности, которые в 1980-81 годах зафиксировали там зонды Voyager 1 и Voyager 2, исчезли в 2004 году во время наблюдения кольца аппаратом Кассини. Он открыл свидетельство столкновений колец с метеоридами и небольшими космическими объектами. Набор потрясающих фотографий космического аппарата показывает волны, которые образовались после ударов о кольца этих небольших тел. Ученые даже смогли создать модели, когда и как произошли бомбардировки метеоритов. Среди них выделяется гигант диаметром 19 тысяч километров. Он поднял целый шторм в системе колец, но не сумел их повредить. Кассини провел серию сложных маневров, сумев пробраться между Сатурном и его внутренними кольцами. Это позволило зонду внимательно рассмотреть некоторые вертикальные структуры и пропеллеры, то есть возмущения в кольцах. Исследование данных явлений показало, что Земля и Сатурн имеют одинаковую частоту ударов метеоритов. Это странно, ведь обе планеты находятся далеко друг от друга в Солнечной системе. Для объяснения загадки потребуются дальнейшие исследования. Кроме колец, зонд уделил много внимания целой армии сателлитов газового гиганта. Это луны, которых у Сатурна аж 146. Больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. 4 из них – Япет, Рею, Тифию и Диону – открыл именно Кассини. Из всей этой лунной тусовки вокруг Сатурна самым загадочным считается Титан. Это вторая по величине луна и единственная, которая имеет густую, богатую метаном азотную атмосферу. Она напоминает покрывало очень молодой Земли. Туда Кассини направил свой Гюйгенс, который успел провести ценные для науки исследования на поверхности Луны. Посадочный модуль обнаружил на Титане облака, дождь, озера из жидких углеводородов, но Гюйгенс погиб вскоре после приземления. Тогда Кассини продолжил исследование Титана в одиночку, совершив многочисленные пролеты близко к спутнику. Возможно, его величайшим открытием стало обнаружение доказательств пребиотической химии на Титане, то есть такой, что могла бы в теории дать начало жизни. Среди многих других открытий Кассини отслеживал сезонные изменения в углеводородных озерах и морях Титана, а также наблюдал за появлением и исчезновением загадочных островов в одном из этих озер. Шлейфы жидкой воды, извергающиеся в космос через трещины в ледяной поверхности другого спутника Сатурна, Энцелада, являются еще одним ярким открытием Кассини. Космический аппарат обнаружил более 100 мест, где бьют струями гейзеры. Эти области, как правило, находятся в тигровых полосах.
или трещинах на поверхности ледяной Луны. Космический аппарат предоставил ученым убедительные доказательства того, что под ледяной оболочкой Энцелада скрывается гигантский океан жидкой воды толщиной от 30 до 40 километров. Этот водоем, вероятно, и является источником гейзеров. Всего несколько месяцев назад Кассини обнаружил, что в шлейфах гейзеров есть водород, что является намеком на гидротермальные источники в океане. Не исключено, что в таких теплых, комфортных местах скрываются живые существа. Похожее мы наблюдаем в некоторых подводных теплых ключах, бьющих внутри океанов Земли. Многочисленные пролеты Кассини мимо Энцелада дали возможность сделать и другие замечательные находки. Очень важным является свидетельство тектоники плит вокруг Южного полюса, поскольку рельеф там постоянно меняется. Впрочем, этот вывод, который был сделан по данным зонда, еще нужно подтвердить. Кассини, как мы уже выяснили, не сможет этого сделать, поскольку прекратил свою работу. В НАСА отправили зонд на Сатурн, где он разрушился в плотных слоях атмосферы. Его эстафету подхватят другие миссии, которые готовят к быстрому полету на Титан и Энцелад. Между тем, некоторые автоматические спринтеры уже проводили в небе настоящий марафон с участием еще более мелких объектов, чем Луны. Все началось еще в 1986 году, когда европейский зонд Джотто пролетел недалеко от ядра кометы Галлея и получил его самые четкие изображения. 6 лет спустя этот космический аппарат посетил другую комету, но сфотографировать ее не удалось. Раньше американский автоматический разведчик ICE вслепую исследовал комету Джакобини-Циннера с расстояния 7800 километров. Этим ограничились достижения кометных миссий на начало нового тысячелетия. Проблема заключалась в том, что кометы, даже короткопериодические, во внутренних областях Солнечной системы развивают очень большую скорость. Трудно выиграть в такой гонке. Исследовательские зонды пока не в состоянии их догнать, но способны приблизиться к какой-нибудь из комет. Тогда в течение очень короткого времени с близкого расстояния можно исследовать объект. Конечно, надеяться на большой объем научной информации при таком варианте не приходилось. Ученые долго бились над этой проблемой, но все же нашли выход. Если дополнительно разогнать космический аппарат в гравитационных полях планет, он способен перейти на орбиту, близкую к кометной. Тогда можно приблизиться к хвостатой звезде, уравнять с ней свою скорость и получить достаточно времени для ее детального изучения. Именно так и должен был сделать зонд Розетта, с которым мы отправимся в путь. Свое название он получил от такого себе розетского камня, найденного в 1799 году в Египте. На каменной плите выбито 3 одинаковых текста, выполненных 2 древнеегипетскими способами письма и на древнегреческом алфавите. Историки сумели расшифровать это послание из далекого прошлого. Аналогично астрономы надеялись получить информацию из предыдущих космических эпох с помощью аппарата Розетта. Им особенно важно было найти в кометном веществе, почти не изменившемся за последние 4 миллиарда лет, подсказки о прошлом Солнечной системы. По пути к комете 67R Чурюмова-Герасименко зонд провел для этого 3 гравитационных маневра вблизи от Земли и 1 в сфере притяжения Марса. Все время Розетта получала электроэнергию для бортового оборудования от солнечных батарей. Она стала первым космическим аппаратом с таким источником питания, достигшим орбиты Юпитера. Ее предшественники использовали для энергоснабжения радиоизотопные термические электрогенераторы. По пути к основной цели она посетила 2 астероида главного пояса – 5-километровый Штейнс и 120-километровую Лютецию. Наконец, аппарат прибыл в окрестности кометы Чурюмова-Герасименко. Она оказалась большой оригиналкой. Эта космическая скала весом почти 10 миллиардов тонн похожа на странное животное, скорее динозавра. По первым буквам фамилии ее первооткрывателей комету шутливо назвали Чугезавром. Выйти на стабильную орбиту вокруг такого завра оказалось очень сложно. Этому дополнительно мешали выбросы вещества из кометы,
усиливавшиеся при подлете к ней. Аппарат постоянно корректировал свою траекторию и одновременно вел научные исследования. Одной из первых неожиданностей стало наличие у ядра кометы магнитного поля. Больше ученые надеялись узнать с помощью посадочного модуля Филы. Он отделился от основного аппарата и двинулся к комете для проведения исследований на месте. К сожалению, у модуля вышли из строя фиксаторы, которые должны были закрепить его на поверхности небесного камня. В условиях низкой гравитации 100-килограммовый спускаемый аппарат дважды отскочил от ядра объекта. В итоге модуль прикометился в глубоком ущелье, где условия освещения не позволяли ему полноценно использовать солнечные батареи. И все же он выполнял научную программу, пока не иссяк заряд бортовых аккумуляторов. Позже с ним удалось ненадолго установить контакт и вытащить часть данных. После этого почти 2 года Розетта вела исследования кометы и пространства в ее окрестностях. Количество снимков с различных расстояний превысило 100 тысяч. Среди этой горы данных больше всего ошеломляет одно. В составе кометного вещества было обнаружено множество соединений углерода и азота. Часть из них считается строительными блоками молекул, важных для жизни земного типа. В середине 2016 года Европейское космическое агентство приняло решение завершить миссию, столкнув зонд на комету. Последние фотографии поверхности хвостатой звезды, которые успела передать Розетта, сделаны с расстояния 17-21 метра. С того времени автоматические посланники человечества больше не посещали кометы, и ни одна кометная миссия до сих пор не вышла даже на стадию проектирования. Это, скорее всего, объясняется тем, что полет к кометам – сложное дело, дорога далекая и требует сложных гравитационных маневров. Однако наши космические аппараты уже проделали гораздо более долгий, в каком-то смысле бесконечный и невероятно трудный путь. Это удивительная история. Прежде чем с ней познакомиться, давайте отвлечемся на минуту и посмотрим вокруг. Какие устройства сохранились в вашем доме с 70-х годов прошлого века? Может, полароид? Он наверняка кажется вам безнадежно устаревшим, однако при этом отлично работает. Да, раньше все делали качественно. Но чтобы почти полвека было практически исправно оборудование кораблей, которые добрались аж за пределы Солнечной системы, 2 зондов-близнецов Voyager 1 и Voyager 2 совершили практически невозможное. Они выдержали космическую среду с ее кошмарной радиацией, низкие температуры, острую, как иглы, пыль. Секрет этой неуязвимости кроется в отличной защите зондов. Корпус и оборудование оснащены многослойной теплоизоляцией, тепловыми экранами, пластиковыми кожухами. Это высокотехнологичные материалы, однако отдельные элементы линии обороны зондов совсем просты. Так, незадолго до запуска на некоторые кабели были наклеены от радиации полоски кухонной алюминиевой фольги. В целом над кораблями работали очень долго и тщательно. Труд всех людей, занятых в разработке и внедрении проекта, равен 11 тысячам лет. Это эквивалентно трети усилий, затраченных на возведение Великой пирамиды в Гизе при фараоне Хеопсе. Когда зонды запустили в космос, они направились к Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану. Затем Voyager сделали множество необыкновенных снимков. Кроме культовых «Земля, бледно-голубая точка» и извержения вулкана на спутнике Юпитера Ио, есть менее известные, но потрясающие фото. Посмотрите на этот тет-а-тет Земли и Луны. Изображение Voyager 1 сделал, направляясь к Юпитеру. Наша планета и ее спутник на нем похожи на 2 полумесяца, дружно следующие куда-то в одном направлении. После облета планет на Voyager'ах отключили камеры и некоторые другие приборы для экономии энергии. Однако оставшиеся устройства могли проводить исследования, отправляя результаты на Землю. Без особых приключений зонды добрались до границы Солнечной системы и достигли края гелиосферы, заполненной солнечным ветром. Они попали в область гелиопаузы, где уравнивается давление этого ветра и межзвездной плазмы. Загадочное место, которое ученые раньше изучали лишь с помощью моделирования. Зонды сделали там удивительные открытия.
Исследователи, например, ожидали, что магнитное поле галактики в районе гелиопаузы наклонено к солнечному магнитному полю, но зонды не обнаружили изменений направления магнитного поля. Зато плотность частиц в той области оказалась в 10 раз больше, чем в солнечном ветре. Потоки частиц сталкиваются в том регионе на немыслимых скоростях. От этого они раскалываются и образуют страшную огненную стену. Собственно, ученые не знают, действительно ли там пылает огонь. Есть лишь предположение, что именно так все и происходит. На внешней границе гелиопаузы плазма раскалена до 50 тысяч кельвинов. Кажется, невозможно преодолеть подобный ад. Однако зондам это удалось. Плазма оказалась очень тонкой. Ее слой намного меньше воздушной оболочки Земли. Она не разогрела Вояджеры до критических температур и не вывела их из строя. Изучение раскаленной стены для ученых очень важно. Именно гелиопауза является последней линией обороны Солнечной системы от опасных космических лучей и межзвездной пыли. Гелиосфера блокирует 70% смертельной радиации глубокого космоса. Без этого жизнь на Земле была бы невозможна. И огненная стена, которую обнаружили Вояджеры, скорее всего, играет здесь важную роль. Но смогут ли в будущем преодолеть такое препятствие астронавты? Новые исследования позволили предположить, что эта линия космической защиты может быть похожа на пончик или круассан. Тогда в ней окажутся зазоры, которые помогут пилотируемым миссиям преодолеть пылающий барьер. А далее, после выхода в межзвездное пространство, астронавтов ждет чудесный бонус. По данным Вояджеров, космос со всех сторон там звучит музыкой, тихой и ласковой, как легкий летний дождь. Мы бы не услышали эти звуки, но приборы уловили шум и передали на Землю. Сначала ученые не могли определить его источник. Теперь они сошлись на мнении, что это звучит газ в межзвездном пространстве. Причем его там намного больше, чем считалось ранее. Тем временем аппараты продолжают передавать на Землю ценные сведения, хотя сигнал идет очень долго. И, конечно, не все бывает гладко. У Вояджеров уже не раз возникали проблемы. Например, еще в апреле 1978 года основной радиоприемник Voyager-1 вышел из строя. С тех пор он работает на резервном приемнике. А недавно телеметрия Voyager-1 стала отправлять на Землю неадекватные сведения. Оказалось, что информация передавалась через компьютер, прекративший работу много лет назад. Он и повреждал данные. Тогда в центр управления аппарата была отправлена команда переключиться на правильный компьютер. После этого все наладилось, хотя причина сбоя до конца так и не ясна. Проблемой является и то, что источники энергии Вояджеров истощаются. Недалек тот час, когда мы окончательно потеряем с ними связь. Они же продолжат свое невероятное турне по межзвездному пространству, в основном среди пустоты. Только примерно через 20 тысяч лет Вояджеры пройдут через облако Оорта, оболочку из комет и ледяных обломков, вращающихся вокруг Солнца. Еще через 30 тысяч лет, по расчетам ученых, Voyager встретится со звездой Gliese-445 в созвездии Жирафа на расстоянии 17,6 светового года от Земли, а Voyager 2 через 30 тысяч лет приблизится к красному карлику Росс-248 из созвездия Андромеды в 10,3 световых годах от нас. Если же посмотреть в будущее еще дальше, то через 500 миллионов лет Солнечная система и Вояджеры совершат полный оборот вокруг Млечного Пути. Невозможно предсказать, что к тому времени произойдет на Земле. Но смогут ли зонды так долго продержаться в межзвездной среде? Ученые склоняются к мнению, что все в основном зависит от количества пыли в Млечном Пути. Эта пыль летит со скоростью несколько миль в секунду. Ее частички, как нанометеоритный ливень, медленно разрушают обшивку зондов. Причем даже пылинка размером в 0,01 миллиметра при столкновении оставляет микроскопическую отметину на корабле. Ученые много раз моделировали траектории зондов, их встречи с облаками пыли и возможные повреждения. Расчеты показали, что дольше всего останутся целыми золотые пластинки. Мы знаем, какую ценную информацию о Земле для возможной встречи с инопланетянами они несут.
и они мега надежно защищены. Под золотой оболочкой скрывается алюминиевое покрытие, а под ним медная основа. Но главное, послание человечества снабжены энергией, можно сказать, навечно. На небольшом участке покрытие из урана-238 золотых пластинок, ее хватит на 4,5 миллиарда лет. Voyager, несомненно, самые продвинутые автоматические космические корабли человечества. Они напрямую вышли к звездам. Но не менее важно, что Солнечную систему уже прочесала целая армия межпланетных аппаратов, которые сделали множество открытий. И это только начало. Ученые уверены, что в течение столетия научные зонды узнают большинство секретов нашего светила, его планет и других сателлитов. Китайский зонд в 2029 году полетит к Юпитеру и его луне Каллисто. Российский аппарат Венера-Д и американский Veritas отправятся ко второй от звезды горячей планете в 2031 году. А межзвездный зонд НАСА должен достичь части космоса за пределами Солнечной системы. С его помощью планируется выяснить природу космического пузыря, в котором находится наша звездная система. Среди астрофизиков есть мнение, что аппарат также способен открыть несколько новых миров на своем пути. Рассказ о таких интересных проектах можно продолжить, но мы отметим главное, что объединяет их все. Наши автоматические помощники прокладывают путь во Вселенную для пилотируемых миссий. Дикое пространство постепенно превратится в освоенную территорию с интересными маршрутами, в том числе по следам самых крутых космических аппаратов будущих времен.